Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой джемпер. Как видите, из нежной такой пушистой пряжи. Изящный, женственный образ. И пряжу я хочу вам предложить такую шикарную, шелк с мериносом. Здесь, конечно, связано мохером, но вот у меня вот такой вот бюджетный вариант пряжи есть, шелк с мериносом. Считаю, что очень эффектно и красиво будет смотреться этот узор именно в этой пряже. Это будет мягкая, очень красивая и очень изящная вещь. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Так. А сейчас я, как всегда, в своем мастер-классе кратко вам ознакомлю. У меня есть выкройка, схема. Я вам подробное описание составляю. Даю расчеты плотности, как определить вертикальную плотность, рассказываю. То есть все подробнейшим образом мы разбираем. И вы сможете без всяких проблем приступить к вязанию. При этом я рассматриваю, как расположить узоры на тот или иной размер. Мои хорошие, сейчас первое, что я вам покажу, конечно же, выбор пряжи. Для вязания этого джемпера я выбрала не мохеровую пряжу, а пряжу с шелком и мериносовой шерстью. Называется она Yarn Art Silk Royal. 35% у нее шелка. Это вискозный шелк. 65% шерсть мериноса. 50 грамм 140 метров. Цвет 443. Это турецкая пряжа. Больше здесь я ничего вам не могу почерпнуть. Так, и сам узор. 4 раппорта в высоту, 2 раппорта в ширину занимает этот образец. Как видите, листики у нас. Это вот так мы вяжем, да, то есть вот так они выглядят. Но поскольку у нас узор вообще будет вязание сверху вниз, то это будет выглядеть наоборот, вот таким образом. Листики вверх. Вот так будет выглядеть наш узор на модели, уже на готовом изделии. Так, все более подробно я вам сейчас расскажу. Схема, выкройка, описание вязания и мои расчеты, как я определяю плотность, как я отпариваю изделие. Знаете, у некоторых вызывает даже это вопрос, как это сделать. Так, и поэтому я это все подробно вам расскажу и покажу. Будем вязать образец порядный, тоже очень важный момент. Для вязания я использую схему из книги Хитоми Шида. Эта схема взята как бы из контекста одного узора. Там в составе узора присутствуют вот эти листики. Поэтому здесь вот эти вот ряды, на них не обращайте внимания. Справа красным выделен раппорт узора. У нас 8 рядов в высоту и 18 петель в ширину. Условное обозначение. Пустая клеточка, лицевая петля, кружочек, накид. Это 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такая черточка горизонтальная. Это изнаночная петля. Вот такой знак. Это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, мои хорошие, больше здесь никаких других обозначений нет. Теперь, что касается выкройки. Вот такая у нас будет с вами выкройка на 2 размерчика. Первый размер на 44-46, второй на 50-52 идет в скобочках.
Обращаю ваше внимание, что размеры всегда нужно под себя корректировать в любом случае. И длину изделия, и ширину обязательно ставьте свои размеры. Не пугайтесь, если у вас не совпадут количество петель с моим описанием. Я в конце видео очень подробно вам рассказываю, как посчитать петельки. Здесь элементарно два арифметических действия всего. Вот, и как посчитать вертикальную плотность, горизонтальную плотность, все рассказываю, моя хорошая. Как посчитать скос рукавчика, пожалуйста, обратите на это внимание. То есть вы сможете на любой размер составить свое индивидуальное описание без всяких проблем. Только внимательно меня послушайте в конце видео. Все, выкройка у вас есть. Теперь про описание. Вот так выглядит мое описание. Я его располагаю всегда под видео. Мне очень часто задают много вопросов про состав пряжи и так далее, количество, сколько требуется. Все здесь есть в моем мастер-классе. Я об этом всегда показываю и рассказываю очень подробно. Смотрите, значит, пряжа у нас с вами потребуется приблизительно 450-550 грамм в зависимости от вашего размерчика. Про описание вязания зачитывать ничего не стану. Все я вам и так объясняю в мастер-классе. И к тому же весь этот текст будет под видео выложен. Поэтому не поленитесь, посмотрите, что тут я пишу. Да? Все, давайте вязать образец. И далее по порядку определяем плотность и мои расчеты, мои объяснения про узор, про плотность и так далее. Для вязания этого узора я воспользуюсь книгой Хитоми Шида. Хитоми Шида, большая книга японских узоров, 260 необычных схем для вязания спицами. И нас будет интересовать узор номер 43. Вот он. Смотрите, здесь вот эти листики. И мы возьмем только эту часть узора, где у нас вот эти листики. Значит, на модели у нас листики идут вверх, да, то есть вязание у нас переворачивается, мы будем вязать сверху вниз, вот, и будет оно вот так, тут вот оно не разглажено, я уже связала, видите, несколько раппортов, вот так оно будет располагаться у нас, значит, на модельке, а вязаться оно будет сверху вниз, то есть вот так мы будем вязать, видите, листики на самом деле вниз смотрят. Но на модели мы их переворачиваем вверх. Так, и схему. Я, конечно же, схему для себя вот так увеличила. У нас раппорт узора будет составлять 8 рядов в высоту и 18 петель в ширину. Ну, тут я вот 8 ряд не выделила. Он тоже должен сюда входить. Это, конечно, я неправильно сделала. Вот эта красная линия должна быть вот здесь. Ну, как вы видите, этот узор это выборочный такой вариант. То есть не весь мы используем, а только частично. И нас интересует конкретно 18 петель из этого узора. Так сказать, вырвано из контекста. Так, и мы с вами вяжем первый ряд. Для того, чтобы связать образец, видите, я беру 2 раппорта, ну так будет интереснее, эффектнее вязать, и вы больше освоитесь с этим узором. Всегда нужно потренироваться, прежде чем садиться вязать большое изделие. Так, и для образца лично я набирала 39 петель. То есть 18, 18, 36, плюс 1 петля у нас для симметрии идет. Смотрите, видите, изнаночная у нас будет идти. Она здесь есть в раппорте. И для симметрии мы ее будем добавлять слева. И 2 петли кромочные. Итого 39 петель. И начинаем вязать с вами первый ряд узора. Кромочную сняли. Вяжем изнаночная, накид. Дальше у нас тут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево.
Дальше изнаночная. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. В моем случае я снимаю все 3 петли. Первые 2 у меня за работой остаются, третью я набрасываю поверх них, вот так. И провязываю 3 вместе лицевой, чтобы третья была поверх всех петелек. Так, делаем накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, снова накид. На этом первый раппорт связали, второй раппорт вяжем. Значит, начинаем опять изнаночная, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид и изнаночная для симметрии вяжется в конце нашего ряда. Кромочная тоже вяжем изнаночной. Связали первый ряд. Второй ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Третий ряд вяжем. Первая изнаночная, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я первую, вторую петельки меняю местами. У меня первая за работой, вторая поверх нее накидывается. И вяжу как 2 вместе лицевой. Лицевая, накид, снова 3 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Провязали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Изнаночная, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 3 лицевые, накид. И для симметрии вяжем изнаночную в конце ряда и кромочную тоже вяжем изнаночной. Отлично, провязали. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Пятый ряд нашего узора вяжем. Кромочную снимаем, изнаночная, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами. Вяжу 2 вместе лицевой. Дальше у нас идут 3 лицевые, 1, 2, 3. Снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид. Первый раппорт провязали, вяжем второй. Изнаночная, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, и вяжем с вами накид еще, завершили раппорт, в
конце ряда вяжем изнаночную для симметрии, кромочная и изнаночная. Так, отлично. Теперь у нас с вами 6-й ряд вяжется, как смотрят петли. Накиды вяжутся изнаночными. Вяжем с вами 7-й ряд. Кромочную снимаем, изнаночная, накид. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Раппорт провязали. 2-й раппорт вяжем. Изнаночная, накид. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Раппорт провязали и изнаночная для симметрии в конце ряда. Кромочная тоже вяжется изнаночной. 8-й ряд вяжете, как смотрят петельки, и накиды вяжутся изнаночными. Так, мои хорошие, сейчас мы будем делать влажную тепловую обработку. Смотрите, паром, горячим паром я вот так делаю. Обдаю наш образец и вот так ручками его всячески стараюсь расширить. В разные стороны тянем его, чтобы он принял. Он сейчас, не переживайте, перетянуть не бойтесь, потому что сейчас он все равно высохнет и встанет все на свои места. Еще разочек увлажним его. Все. И вот теперь пусть наша красота сохнет. Так, мои хорошие, я сажусь измерять ширину образца. В общем, вот так вместе с кромочными, если считать, 19 у нас получается сантиметров. Так, кромочные я считаю всегда при измерении образца. Они тоже дают ширину. Так, и мы набирали 39 петель. Смотрите, следующее наше действие. 39 делим на 19 сантиметров нашего образца. 2. Целое число 2 у нас получается. Записываем. В 1 сантиметре 2 петли. Вот таким образом. Теперь измеряем вертикальную плотность. Измеряем нашу с вами высоту теперь. У нас круглый с вами такой край, да, неровный. Поэтому у нас будет с вами высота. Обычно я делаю среднюю высоту, то есть самой широкой, значит, 15 сантиметров самая длинная часть и 14 сантиметров самая короткая часть. В итоге 14,5. Берем среднюю высоту и считаем ряды. Сколько у нас в образце рядов. Смотрите, мои хорошие, 32 ряда. Я посчитала 4 раппорта высоту связаны. Это будет 32 ряда поделить на 14,5. Наши сантиметры высоту. 2,2. Записываем. В 1 сантиметре 2,2 ряда умещается. Эти важные цифры нам понадобятся сейчас для наших расчетов.
будем составлять по выкройке индивидуальные расчеты и распределять правильные узоры. Так, мои хорошие, вот такая у меня выкроечка, очень простая. Вырез у нас будет горловиной лодочкой, да, и такой прямоугольничек. Очень просто связать, особенно для начинающих, да, удобный момент. У нас идет резиночка с вами снизу и резиночка сверху. Значит, снизу 5,5, сверху 4 сантиметра в высоту. Мы с вами, помните, да, начинаем вязание сверху вниз. Сверху вниз у нас идет вязание с вами. То есть мы набираем планочку с вами на планочку, вяжем планочку резиночкой 1 на 1, 4 сантиметра в высоту. Дальше у нас тут узор. Сейчас нам надо перейти от резиночки к узору. Итак, если у нас используется вот этот первый размер, он больше, знаете, похож на 46-й. Я написала 44-46. Обязательно свои мерочки ставьте и делайте по аналогии со мной. Значит, берем 51 сантиметр, ширину спинки и перед одинаковые, да, и умножаем на нашу плотность 2. Получаем 102 петли. Аналогичным образом поступаем со вторым размером. На 50-52 этот размер. Ширина спинки будет 57 сантиметров. Также умножаем на плотность 2. Получаем 114 петель. Следующий момент. Делим с вами в нашем раппорте, вы помните, 18 петель. Сейчас мы поделим с вами эти петельки наши, вот для первого размера 102, на 18. Число петель в раппорте. У нас получается целое число 5. 5 умножить на 18, это будет 90 петель. То есть у нас с вами целых раппортов будет использоваться 5, и занимают они 90 петель. Оставшиеся петли, 12 петель, они у нас никак не задействованы, но их надо обязательно как-то пристроить нам, да? Без них никак, нам нужна обязательно вот такая вот ширина соответственная. Так, и мы с вами будем поступать следующим образом. Я обычно рисую вот так схематично. Смотрите, я располагаю сейчас, это наш наборный ряд, и я располагаю после резинки наши узоры, да? Располагаю 5 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 раппортов по 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это понятно, да? У нас одна петля идет для симметрии слева. Помните, мы добавляли в образце 1 изнаночная. Так, еще у нас обязательно задействованы кромочные. 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. Итого мы можем к нашим 90 петлям прибавить еще 3 петли задействованные. Это кромочные и добавочные изнаночные слева. И в итоге из 12 отнять 3, нам не хватает 9 петель. 9 петель. Нам нужно, чтобы число было нечетное, чтобы поделить ее симметрично. Здесь у нас 2 варианта. Либо мы добавляем 4 петли справа и слева, 4 изнаночные я планирую добавить. Либо мы добавляем 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. Здесь вы смотрите по своему объему бедер, как вам лучше, пошире сделать или поуже наоборот, да? Я буду делать 4. 4 изнаночных справа, 4 изнаночных слева. Вот так мы решаем с вами вопрос. По центру у нас идут наши целые раппорты и с двух сторон изнаночные петельки. Вот здесь у нас с левой стороны в итоге будет не 1 изнаночная, да, а 5 изнаночных, чтобы не запутаться, да? То есть здесь будет у нас с вами 4 изнаночных начинаться, потом раппорты, 5 раппортов, заканчиваю 5 изнаночными, соответственно, кромочные с двух сторон. Все, мои хорошие. Итого я пишу, что у нас будет использоваться не 102 петли, а 101 петля. Мы с вами их распределили очень хорошо и доступно. Вот эти 4 изнаночные, они будут не очень сильно портить наш вид. Аналогичным образом вы можете поступить с любым размером, да? Предположим, вот у нас с вами 114 петель. Сразу говорю, либо 115 берем, либо 113. То есть нам нужно нечетное количество, да?
Потому что у нас одна петля для симметрии добавляется постоянно, она нам дает вот эту вот нечетность. Поэтому предлагаю 113, да? 113 петель рассматриваем. Как это будет выглядеть? Таким же образом 113 делим на 18 петель. У нас целых 6 раппортов. 6 раппортов целых. 6 умножить на 18 задействовано. Так, 6 умножить на 18 будет задействовано 108 петель. А нам надо 113. Ну, тут вообще ерунда. Рисую схематично вам, девочки, для понятия. 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 18 петель. Одна петля у нас для симметрии, как всегда, идет слева. Одна изнаночная, да? Я добавляю ее. Соответственно, у нас одна кромочная справа, одна кромочная слева. 18 раппортов. Ой, то есть 6 раппортов по 18 петель. Это будет 108 петель. Плюс одна петля для симметрии. Плюс 2 кромочные. Сколько это будет петелек у нас уже с вами? 111. А нам надо 113, да? Значит, что мы делаем с вами? Добавляем одну изнаночную справа и одну изнаночную слева. Итого наборный ряд будет следующим образом выглядеть. Кромочная, одна изнаночная, затем идут 6 раппортов узора, затем заканчиваем 2 изнаночными и кромочной. Это для нашего размера 50-52. Все. Аналогичным образом поступайте, мои хорошие, с другими размерами. Теперь я хотела бы заострить свое внимание на вертикальной плотности. Смотрите, сколько нам с вами по выкройке надо связать узором. Вот у нас 45,5. Эту величину, эту высоту вы обязательно должны подкорректировать под себя. У кого-то рост высокий, у кого-то маленький рост. То есть прикиньте, мои хорошие, по своей кофточке, которая на вас сидит. То есть какой бы вы хотели длину своего изделия. Да? И вот это все распределите вот так, как по выкройке. Поставьте здесь свой индивидуальный размер. Я вам показываю для примера. 45,5. Применяем вертикальную плотность. 45,5 я умножаю на нашу вертикальную плотность 2,2. Получаем 100 рядов, мои хорошие. То есть в 45,5 сантиметров у нас умещается с вами 100 рядов. То есть мы с вами должны руководствоваться не сантиметрами, когда будем измерять длину нашего связанного полотна, а рядами. Чтобы было легче ориентироваться, я всегда делаю ставку на раппорты. Да? То есть раппортами легко ориентироваться. Вот так взял и посчитал. Там 1, 2, 3, 4. Да? Поэтому 100 рядов поделим с вами на величину нашего раппорта. В раппорте 8 рядов. 100 рядов 100 делим на 8 рядов. Получаем 12,5 рядов, мои хорошие. То есть я пишу, что 100 рядов это есть 12,5 раппортов. То есть мы вяжем с вами 12 раппортов и еще половиночку. Половиночка это значит, если у нас 8, вот 4 рядом заканчиваем. Все. И переходим на планку, нижнюю планку нашу. Но она у нас наоборот будет, да, то есть вот 5,5 еще переходим опять на резинку, вяжем резиночкой 5,5 сантиметров. И все, здесь закрываем наше изделие. Все. На этом и перед, и спинка вяжутся одинаково. Вот и все, вся премудрость вязания. По рукавчику. Здесь затруднение может вызвать у вас скос. Его надо рассчитать. Здесь идут небольшие прибавки. Действуем следующим образом. По низу считаем, сколько у нас будет петель. Но то, что у нас рукавчики с вами будут вязаться лицевой гладью, там будет другая плотность, мои хорошие. Пожалуйста, я не стала вязать лицевую гладь. Я уверена, что там будет другая плотность. Немножко будет отличаться, но давайте я вам просто для примера расскажу. Тоже обязательно рукав
вот у нас 38 сантиметров идет лицевой глади, пожалуйста, предположим, лицевая гладь будет тоже 2,2 плотность. Ну, я думаю, что будет отличаться, но не очень критично, да? То есть мы 38 с вами умножим на плотность лицевой глади 2,2. 38 на 2,2 это будет 84 ряда. Так, лицевая гладь 84 ряда. По низу у нас будет с вами наборный ряд составлять. Так, на резинку будем набирать с вами, обычно набирается 42 петли резинку. Затем, если хотите попышнее сделать рукавчик, можете сразу в последнем изнаночном ряду прибавки сделать, довести до 50 петель. Вот. Здесь я пишу лицевая гладь 50 петель, да, 8 петелек прибавить равномерно, распределив их в последнем изнаночном ряду резиночки. И вяжете лицевую гладь. Если у нас внизу 50 петель, то вот здесь у нас будет с вами 40. Но плотность тоже у лицевой глади другая, мои хорошие. Тяжело здесь посчитать. Конечно, нужно было связать. Но, предположим, она будет меньше. 1,8, предположим. Да? То есть здесь где-то будет у нас 70. Давайте обычно вот так бывает там 68 петель. Обычно. 68 петель. И у нас 50 внизу. 68 отнять 50 будет 18 петель. Прибавить надо. То есть по 9 петель справа, по 9 петель слева. По скосу прибавляем. Через какое расстояние нам с вами делать равномерные и одновременные прибавки? Для этого надо наши 84 ряда поделить на 9. 84 поделить на 9 будет через 9 рядов, мои хорошие. Делайте прибавочки справа и слева. Я пишу через 9 рядов. Вот так скос считается. Ничего сложного нет, да? То есть доходите до 68 петель лицевой глади и все петельки закрываете. Высота, как я уже повторилась, 84 ряда. Ориентировочно. Обязательно свяжите лицевую гладь. И сделайте плотность расчет. Там будет поменьше, чем в узоре. Вернее, как, она будет где-то 1,8, на мой взгляд. 1,8. Все, мои хорошие. Просто я вязала этой пряжей и этими спицами лицевую гладь уже не один раз, и она была вот в таких пределах. 1,75, 1,8. Так что я говорю не просто голословно, а как бы применяю свой опыт. Так, все. На этом я свои объяснения буду заканчивать. У вас описание будет под видео. Поэтому вам будет удобно вязать. Это я вам рассказала для примера. Те, кто новички, думаю, вот эта моя информация, озвученная сейчас, была бы очень полезна. А я вам желаю удачи. Вяжите, девочки, красивый, очень интересный джемпер, ажурный такой. Замечательная пряжа и замечательный джемпер. Будет немножко пушиться. До новых встреч!